Да, здравствуйте. Спасибо за приглашение. Мне очень нравится то, что ваше мероприятие, оно достаточно выглядит уютно, прежде всего. Это позволяет сосредоточиться на тематиках, которые вы выносите на мероприятие, и, соответственно, в более комфортной обстановке их обсудить. Это очень ценно, особенно в условиях, когда другие мероприятия проходят, ну, если так сказать, в очень такой вокзальной обстановке, если честно. Это не создает комфорта, связанного с обсуждением рабочих вопросов. За ваш формат большое спасибо. Что вы скажете про тематику мероприятия? Насколько она, на ваш взгляд, сейчас актуальна для российского рынка, для наших реалий? Либо, может быть, у вас есть какие-то комментарии, соображения на это? Я думаю, что темы, связанные с интернетом вещей, цифровой трансформацией, сейчас у всех на слуху, буквально у всех. И это очень актуальные темы, и о них нужно говорить. Почему? Потому что это не эволюционные темы, они революционные по сути. А для этого нужно общество и себя в этом обществе готовить к этим изменениям. А для этого нужно много об этом говорить, чтобы все понимали, что это из себя представляет, к чему готовиться и как это влияет на каждого из нас. Поэтому чем больше мы об этом говорим, тем лучше и для индустрии, и для каждого из нас. Вы все-таки представитель наших клиентов, по вашему мнению, именно операторы связи с какими технологическими, техническими вызовами сталкиваются в этом процессе информационной цифровой трансформации? Прежде всего, это изменение мышления, потому что такое цифровая трансформация? Попробуйте представить следующую историю, что вам все ваши задачи нужно делать через телефон. Нельзя говорить, можно только нажимать на кнопки телефона. Вы сразу поймете о том, что это достаточно сложно для некоторых людей. И вот наша задача, как оператора связи, как поставщика решений, потому что мы тоже для наших клиентов поставщик каких-то решений, сделать так, чтобы человеку в телефоне было максимально комфортно. И для этого мы и собираемся и обсуждаем все возможные там темы. Вы можете пояснить конкретно, что, по вашему мнению, максимально комфортно, и, может быть, Йота уже сейчас делает что-то такое, чтобы улучшить жизнь своих? Не секрет, что во главу угла, не секрет, что первостепенное значение для абонентов имеет уже не функционал конкретных там решений, а удобство пользования. То есть абонент в данном случае или пользователь при взаимодействии с какой-то услугой, приложением, каким-то решением, ему должно быть комфортно. Что такое комфорт для каждого индивидуальная составляющая? И наша задача как поставщиков конечных решений для абонентов, и ваша задача как вендора, интегратора, понимать эту потребность. Это становится одной из важнейших задач. С учетом всех возможных интересов угадывать или понимать, исследовать тот вопрос, связанный с тем, что нужно абоненту, пользователю для ощущения комфорта. Функционал как таковой становится некоторым гигиеническим фактором, без которого вообще никто не будет ничего там делать. Условно говоря, не покупать ни услугу, не пользоваться приложением, ничего. Но использование этого функционала должно быть очень комфортным. И выигрывает тот, кто угадает или поймет, что означает для его целевой аудитории комфорт. Раз заговорили про вендоров, давайте разовьем эту тему поподробнее. Собственно, как, по вашему мнению, должны строиться отношения между вендором и оператором связи? Какие, на ваш взгляд, наиболее такие, перспективные, конструктивные, эффективные модели взаимодействия должны развиваться? Если мы хотим развивать индустрию, если мы хотим на рынок выводить конкурентоспособные, революционные решения, то заказчик и исполнитель этих решений должны работать в очень тесной связке. По сути, модель заказчик-исполнитель, она не работоспособная. Становится работоспособной модель партнер-партнер, где все работают в таком достаточно глубоком коллаборейшне, понимая потребности друг друга. Это тоже своего рода та самая вещь, про которую я говорил ранее, ощущение комфорта от взаимодействия. Когда удается реализовать такую схему, получаются наиболее прогрессивные решения. Поэтому выстраивание подобных отношений и является основная задача на самом деле как вендора, так и заказчика. Можете пояснить
более конкретно, что, на ваш взгляд, комфортные отношения, комфортные условия взаимодействия между вендорами и операторами? Это когда вендор может предугадывать потребности оператора. Когда вендор, используя свою широкую сеть контактов, понимает, куда движется рынок, какие вещи могут быть востребованы. И если вдруг мы, там, как оператор, что-то упустили, подсказывает нам, позволяет нам догнать кого-то, если мы где-то отстали. А может быть, отслеживая наши тренды, говорить о том, что вы идете туда, обратите внимание на то-то, то-то. Вот про такого рода collaboration я и говорю. Thank you.